Морские котики ластоногие морские млекопитающие, относящиеся к семейству ушастых тюленей. Их ближайшими родственниками являются животные с еще одним кошачьим названием – морские львы. Всего существует 7-9 видов морских котиков, ученые еще не пришли к единому мнению, сколько именно, которые разделены на два рода: северные морские котики – один вид, и южные морские котики – все остальные виды. Облик этих животных типичен для ластоногих. У них вытянутые туловища, относительно короткая шея, небольшая голова, а конечности уплощены и превратились в ласты. Глаза у этих животных большие и темные, словно подернуты влагой. Морские котики довольно близоруки, хотя у них хорошо развит слух и обоняние. Эти животные также способны к эхолокации, как дельфины. Мех морских котиков хоть и короткий, но очень густой, поэтому высоко ценится. Окраска животных чаще бурая, иногда почти черная. Новорожденные котики всегда чисто черного цвета, после линьки они носят ювенальный, то есть свойственный только молодым животным, мех серого цвета. Самцы и самки у морских котиков сильно отличаются по размерам, самцы выглядят массивнее за счет толстой шеи и превосходят самок по размерам в 4-5 раз. Вес самцов крупного северного морского котика может достигать 100-250 кг, в то время как самки весят всего 25-40 кг. Вся популяция этих животных на планете делится на северных морских котиков и южных морских котиков. Территорией их обитания является пространство Тихого океана, начиная от полуострова Аляска на севере и до Австралии на юге. Кроме того, один из видов этих животных проживает на побережье южной части африканского материка. Предпочитает морской котик побережье, при этом может располагаться как на скалистом берегу, так и на пологих территориях. Морские котики – стадные животные, они собираются в огромные колонии и селятся все в одном месте. Берег для этих млекопитающих – место отдыха, а охота происходит в воде. Зачастую охота бывает затяжной, до 3 дней они могут спать даже в воде. В нашей стране 3 отдельных стада морских котиков – Командорское, Курильское, Сахалинское. В США на островах Прибылова располагается самая крупная группировка, которая в некоторые годы достигает нескольких миллионов особей. В южном полушарии обитает другой вид, южный морской котик, мех которого значительно уступает по качеству северному собрату. Морские котики появляются на лежбищах только в сезон размножения, с мая по конец ноября. Некоторые животные, в основном молодые самцы, могут оставаться на лежбищах и на зимний период. Основная масса морских котиков, обитающих в пределах территориальных вод России, зимует в Японском море в районе банки Ямато и в Корейском заливе. Наблюдение за замеченными животными показало, что животные обычно придерживаются из года в год одних и тех же мест размножения, а самки выходят на берег на том же месте у тех же камней, где лежали ранее. Первыми на берегу появляются сикачи, которые постепенно изгоняют со своих участков других взрослых животных, а затем и молодых самцов. Прибытие самок на командорах начинается в мае и продолжается до конца июля. Через 1-2 дня после прибытия рождается детеныш, дня через 3 самка спаривается и уходит в море на кормежку. Сикачи при этом изо всех сил стараются не отпустить самок своего гарема, зачастую затевают драки с соседями в приступе агрессии. Система размножения котиков построена по типу полигинии, и на территории каждого самца формируются гаремы. В отличие от сивучей, котики часто насильно удерживают самок на своей территории, особенно в случаях обособленных гаремов. Нередко самцы воруют самок у соседей. Это довольно болезненный процесс, поскольку самцы хватают самок за загривок, ласты или бока и, как правило, хозяин гарема часто замечает вора и пытается удержать самку, перетягивая ее обратно. Если представить себе существенную разницу в размерах самок и самцов, то понятно, что происходящее часто заканчивается серьезными травмами для самок и иногда приводит к смерти. Продолжительность выкармливания самками щенков непродолжительна и ограничена несколькими месяцами, максимально до 4-5, а в среднем 3-4 месяца. Во время молочного выкармливания самки периодически покидают лежбище и уходят в море для собственного питания. За весь период самки кормят щенков 10-12 раз. Здесь под кормлением подразумевается продолжительность периода, когда самка остается неотлучно со щенком на лежбище в течение нескольких дней. Беременность самок длится год, поэтому роды происходят также в период гона. Рожает каждая самка прямо в гареме и первые дни тщательно охраняет детеныша, вес которого составляет всего 2 килограмма. Затем мать вынуждена покидать малыша, чтобы покормиться в море. Детеныши остаются на берегу и подвергаются множеству опасностей со стороны отцов. Дело в том, что грозные сикачи не церемонятся с собственным потомством и могут просто задавить малышей своим весом или швырнуть их в сторону.
Именно в этот период погибает немалое число детенышей. Детеныши, оставшиеся без матерей, группируются в детские сады. Возвратившиеся через 5-7 дней с кормежки самки отыскивают только своего щенка, кормят его, чтобы через 2-3 дня уйти опять в море. В воде котики быстрые и проворны. Загребая передними ластами веслами и извиваясь гибким телом, им развить скорость 15-20 км в час не проблема. Разогнавшись, они стремительно выпрыгивают из воды и пролетают в воздухе до 4-5 метров. Группами и поодиночке, как дельфины. Глубоко вздохнув, котик ныряет в морскую глубину до 80-100 метров, не появляясь на поверхности добрый десяток минут. Морской котик питается рыбой и кальмарами. В поисках добычи проплывает десятки, а то и сотни километров. Скудный паёк ему не свойствен. Желудок взрослого самца вмещает 15-16 килограммов пищи. У особо крупных зверей, сикачей, обнаруживали в желудке 20 и даже 25 килограммов съеденного, однако это уже редкость. Самки и молодняк довольствуются меньшим, 3-4 килограммов им вполне хватает на сутки и даже больше. Огромное значение для этих тюленей имеет мех, с хорошо развитым подшерстком, в отличие от сивучей, у которых мех более редкий, и у которых основную термоизоляционную функцию берет на себя жир. Цвет остевых волос резко отличается от цвета подпуши, но подпушь почти полностью скрывается под остевыми волосами. Окраска шерсти различается у животных разного возраста и пола. Новорожденные имеют однотонный темный окрас, довольно редко рождаются альбиносы и хромисты, но эти случаи довольно редки, и на 100 тысяч новорожденных приходится один с измененным окрасом. Поскольку альбинизм связан с проявлением рецессивных генов, такие щенки имеют и другие изменения, и они, в частности, практически слепы. Вероятно, такие животные не жизнеспособны, поскольку не было зафиксировано ни одной встречи взрослого альбиноса. После первой линьки, в возрасте 3-4 месяцев, общий цветовой фон меха котиков приобретает серую тональность. Из-за этого меха на этих животных в свое время и велся промысел. В последующем мех этих животных изменяется различно у самцов и самок. Во взрослом состоянии самцы котика имеют более темную окраску, с возрастом в шерсти самцов появляется больше светлых, седых волос. Самки сохраняют серебристые оттенки шерсти, но с возрастом их мех немного желтеет. Мех морских котиков выполняет ряд важных функций. Он обеспечивает термоизоляцию, в подшерстке задерживается воздух и берет на себя гидродинамическую функцию. Подкожный жир у них накапливается в относительно небольших количествах, что дает им возможность погружаться глубоко.